Ночи, дорогие друзья, а в основном женщины, женское население. Вы знаете, у меня очень много роликов, где я даю советы женщинам, как удержать свою семью, как сберечь, как правильно себя показать в этой семье, как правильно распределить роли, как показать себя как женщина, как мать, как жена. Но, видимо, этих роликов недостаточно, поэтому я продолжу-ка я свои норовоучения с вами. Почему? Объясню. Я уже говорила и повторю сотни раз, что я против приворотов и всякого вмешательства в семью, и что нужно семью попытаться исправить и привести в порядок без приворотов и естественным путем. Пересмотрев себя, пересмотрев окружение свое, и построить можно новые отношения в любое время, никогда не поздно быть счастливыми. Однако, вы знаете, очень редко вообще берусь за возврат мужа и прочее. Я считаю, что женщина должна дать себе шанс. Если мужчина ушел, если он не хочет тебя, то, знаете, насильно мил не будешь. Может, и он и любил, но сейчас разлюбил, а может, никогда не любил. Одним словом, зачем возвращать то, что не твое, если можно начать нормальную человеческую жизнь, да, по новой, по-человечески. Итак, давайте поговорим сейчас. Сейчас я посмотрю, оно снимает как нужно или какие-то... все в порядке. Потому что я могу загрузить, а он будет в обратную сторону, одним словом. Итак, давайте я вам дам пару советов, что поможет вам не только, знаете, пересмотреть свой взгляд на жизнь, но и себя саму. Во-первых, опять начали летать эти шарики тут, активизировались. Дорогие женщины, когда вы обращаетесь к нам, мы помогаем вам вернуть вашего супруга, мы помогаем вам вернуть вашу жизнь обратно, мы пытаемся вам помочь пересмотреть себя. Но вы должны в этом отношении нам помочь. Знаете как? Если вы будете дальше жить таким образом, как жили до того, как ваш супруг от вас ушел, то, продолжая вот это все, вы добьетесь того, что вновь он от вас уйдет, и у вас все это разладится и закроется, и по новой мы будем либо по новой начинать, либо уже нам надоест, мы за это не возьмемся. Сейчас объясню, в чем проблема. Обращайтесь ко мне женщины. Я вижу, что там есть определенные влияния, да, на этих мужчин сделано, то есть увели их из семьи. Значит, можно вернуть. Каким образом? Снять эти влияния, снять эти сделанные вещи и вернуть мужчину в семью. И я, естественно, это делаю. Проходит некоторое время, я начинаю спрашивать, какие перемены. Мне отвечают, что он начал говорить со мной хорошо, он начал скучать по детям, он начал звать меня к себе. Извините за интимные подробности. Но прекрасно ведь остается только вот начать человеческую жизнь и, собственно говоря, начать менять жизнь. Правильно я понимаю? Нет, я не хочу его видеть, я не буду его прощать, я не могу его простить, он столько мне причинил боли. В общем, напоминают мужчине это все. Тогда смысл вообще начинать возвращать мужа. Дорогие женщины, не всегда мужчина виноват в том, что он хочет от вас уйти. Вы знаете, есть такая притча в Библии Самсон и Далила. Когда Далила настолько достала его слезами и плачем о том, что ты меня не любишь, если бы ты меня любил, ты бы, значит, сказал мне секрет своих волос, но если ты мне не говоришь, значит, ты не доверяешь, значит, не любишь. И там сказано, что из-за ее слез его душа до смерти устала. И он выдал ей вот этот секрет. Собственно говоря, после чего его волосы постригли, да, где скрывалась его сила, и он стал уязвим, и его впоследствии из-за этого и убили. Так вот, о чем это говорит? Что, во-первых, мужчины не любят плаксивых женщин. Они устают от них. Во-вторых, то, что вы его жена, это еще не говорит о том, что он вас обязан любить до полусмерти в этих старых рваных халатах, бигудях и, знаете,
постоянно неухоженный вид, постоянно плач, постоянно крики, постоянно разговоры о деньгах, о нехватках, о чего-то еще. Мужчина – это большой ребенок. Иногда ему хочется просто нежности, человеческого отношения, которого вы ему не даете. Естественно, он это будет искать в другом месте. Есть еще очень важный нюанс в жизни мужчины, как бы мы этого не хотели признавать, но секс для него занимает практически первое место, и поэтому, если вы отказываете ему в интимной близости, он это будет искать в другом месте, ничего не поделаешь. То есть хочу вам объяснить, что очень многое зависит от вас. Вы хотите, чтобы ваш муж остался с вами, не ушел к любовнице или там к временной утехе, или кто она там для него, неважно. Вы этого хотите? Прекрасно. Тогда сделайте так, чтобы его тянуло домой. Чтобы он всей душой хотел прийти домой. Понимаете? Будьте мудрее. И вас будут провоцировать оттуда звонками, вас будут провоцировать оттуда специальными выкриками. Любые провокации будут с той стороны для того, чтобы вы повели себя нехорошо, чтобы вы поссорились, чтобы вы начали устраивать разборки своему мужу, чтобы ему опять надоело, и мужчинам очень нужна причина, лишь бы встать и уйти туда, куда его влечет и физически, и морально. Правильно? Вот. Так вот, постарайтесь вот эти условия не создавать. Будьте похитрее. Пусть ему дома будет намного лучше, чем там. Потому что когда та женщина почувствует, что ничего из того, что она пытается делать, на вас не имеет никакого влияния, и вы не поддаетесь провокациям, вы просто молча, спокойно, знаете, как создаете уют для своего мужа, то она сама начнет скандалить там. Почему? Потому что нервы не выдержат, потому что сорвется. И вот эти ее плаксивые речи, крики, ее, значит, ну, смотря какой характер у той женщины, да, и в итоге, в конце концов, когда уже она достанет, допечет, он там скажет, что у него есть семья, и уже хватит, нагулялись и хорош, и все, я ухожу домой, как там в том фильме, да, Раиса Захаровна, я хочу домой. Вот то же самое. Если там не серьезные отношения, если вы считаете, что вы можете жить с этим человеком, то возвращайте его таким образом умно, правильно, мудро, потому что от мудрой и умной женщины ни один мужик не убежит, он не дурак, понимаете, идти к той, которая вечно ноет, орет, кричит, надоедает, уйти к ней от хорошей жены. Никогда этого не было и не будет. Знаете, такое выражение: никто тебя так не понимает, как та женщина, которая хочет увести тебя из семьи. Вот. С другой стороны, давайте по справедливости скажем, что иногда надо пересматривать и себя саму. Иногда женщины думают, что если они скачают себе силикон, если сделают грудь, если они будут ходить по салонам и прочее, этого достаточно для того, чтобы их любили. А я вам скажу, что основное количество жен очень богатых и известных людей – это простые женщины. Просто они настоящие друзья, они могут быть другом. Мужчина должен иметь рядом друга, понимаете, человек, которому может довериться, которому он может доверить свою жизнь даже, то есть свой тыл. Поэтому вы не думайте, что если вы делаете силикон и какой-то там татуаж и макияж, то этого достаточно, чтобы вас полюбили. Чаще всего любовь не зависит абсолютно от красоты женщины. Очень часто бывает, что не первые красавицы, однако любят до безумия. И вообще первые красавицы, первые признанные красавицы мировые, да, не настолько и красавицы. Если уж так посмотреть на их фотографии, не такие уж они были красавицы, но в них был шарм. Кроме того, уважай саму себя. Если ты себя не уважаешь, если тебя бьют сапогом по лицу, ты после этого живешь с этим человеком, рожаешь ему детей, значит, ты недостойна уважения. Значит, ты как мать недостойна уважения, потому что ты подвергаешь своих детей стрессу. Главная функция матери – это защитить своих детей, понимаете? Это самый важный момент в браке – это защита детей. Если ты не защищаешь своих детей, если ты как полоумная самка ложишься с человеком, который издевается над тобой, глумится, значит, тебе этого мало, значит, так тебе и надо. Многие женщины таким образом, поменяв одного самца, второго, третьего, который их бил, издевался, в конце концов дожили до того, что уже последний мужик их прибивал, и потом детей раздавали по детдомам. Видимо, судьба, просто увидев, что от этой твари мать не получится никак, убирала из жизни детей для того, чтобы у детей хотя бы была нормальная человеческая семья. Учтите это. Такое тоже может быть. Поэтому, если вы
законная жена, не нужно думать, что все права у вас, понимаете? Что вы имеете полное право вести себя как хотите, как нахально, и надоедать, и доставать, и пилить, и доводить до истерики человека, а потом удивляться, что он от вас сбежал и ушел. С другой стороны, если вы хотите вернуть, верните ее по-умному. Вот по-умному вы решили, что вашего мужа вы хотите вернуть. Если он хороший человек, если вы пересмотрели себя, ошиблись, там, поняли свою ошибку, верните по-умному. Самое главное условие вернуть человека обратно – это поговорить с ним, это диалог, это разговор. Никакие истерики, никакие крики, ничего не поможет. Вы можете падать в обмороки, он через вас перешагнет и уйдет. Это абсолютно не помогает в таких случаях, тем более, если человек принципиальный. Поэтому учтите одну вещь. Либо оставьте этого человека, создайте свою жизнь, и каждый из вас пусть идет своей дорогой, потому что иногда нужно давать себе шанс. Ну, не получается с этим человеком, не дается. Не дает судьба. Ну, что теперь, насильно избивая, убивая его, вернуть в семью? Либо вы должны поумнеть, вы должны себя пересмотреть. Читайте книги, просвещайтесь, одевайтесь со вкусом, красьте волосы. В конце концов, выглядите как женщины. Он не обязан вас любить, я вам еще раз говорю, в состоянии, когда вы на женщину-то не похожи, когда вы себя запустили. Вы требуете, чтобы он вас до безумия любил только потому, что я законная жена. Ну и что вы законная жена? Этим ничего не сказано. Понимаете? Поэтому, когда вы обращаетесь к нам, девушки, это не волшебная палочка, это не, знаете, такое, может, вам кто-то внушил, что вот делая какие-то заговоры, не знаю чего, все можно вернуть на свое место. Вы не правы. Можно многое вернуть, можно попытаться это все заново создать, но если вы не будете сотрудничать, если вы не будете умнеть, если вы будете повторять те же самые ошибки, то получится одно и то же, и никакого толка не будет от этой работы. То есть он придет, он помирится, он захочет с вами жить, он захочет интимных отношений, вы начнете ему грубить и угрожать. Я не могу забыть, он мне изменял. Ну и что теперь? Если вы не можете забыть, значит, нечего было его возвращать. Либо вы должны забыть и начать новую жизнь, и быть умнее, мудрее, чтобы к вам тянуло, понимаете? Почему вы так себя ведете глупо? Пускай она там скандалит, пускай она злится, пускай она извивается, а вы, наоборот, создайте уют, чтобы он все время ставил вас в пример, что ему там хорошо, а здесь истерят. В конце концов, он уже, понимаете, любовница и жена поменяются местами. Вы теперь будете любовницей, которая доставляет удовольствие, а она будет женой, которая закатывает истерики. Ему это надоест, он вернется обратно. Хотя я всегда говорила, что таких возвращать не стоит. Если человек предательски себя ведет, если он просто-напросто в тяжелую минуту оставляет, уходит, их возвращать не стоит. Другой вопрос, когда вы сами достали человека до того, что он ушел. Понимаете? Не ищите всегда виноватого там. Всегда в браке виноваты двое, если у них брак не получается. Каждый из них имеет свою долю вины. Но вам еще раз повторяю, пока вы не помудреете, не пересмотрите себя и не поймете, что мужчина – это большой ребенок, которого легко перетянуть и легко отодвинуть от себя, пока вы до этого не додумаетесь, никакого толку в этом возвращении нет. Через некоторое время он найдет другую и опять сбежит от вас. Учтите, поэтому давайте меняться самой тоже в чем-то. Давайте критиковать себя тоже в чем-то. Давайте не распускать себя, не оставлять в этом состоянии апатии. Начинайте жить. Покажите, что вы женщина, что вас надо любить и уважать. Если вы себя не уважаете, никто вас уважать и любить не будет, поверьте мне. Всего доброго и удачи.